Всем добрый день, дорогие подписчики, а также гости моего канала. Сегодняшний ролик посвящается протезу колена. Я сегодня хотела бы ответить на те вопросы, которые вы мне задали под последним роликом, в котором я предлагала вам это сделать. Ссылка на ролик с вопросами я помещу под это видео, поэтому, в общем-то, все вопросы вы сможете почитать, если хотите. Я вопросы открываю. Вот у меня здесь компьютер, я открыла канал свой, открыла ролик, под которым вы задавали вопросы. И сегодняшнее видео будет создано в формате такого живого общения, если хотите, да, не знаю, можно так сказать, в том плане, что вопрос-ответ. То есть я читаю ваш вопрос, который вы задали под роликом, да, и отвечаю на него. Минимум редактирования. В общем, в конечном итоге ролик будет выложен в таком виде, в котором я его сниму. Перед началом данного ролика, да, я бы хотела, представиться, наверное, для тех все-таки, кто будет гостем на моем канале, кто будет смотреть этот ролик и кто не будет знать, кто я такая. Меня зовут Надежда, я работаю реабилитологом в Канаде по специальности. И я работаю при государственной больнице в послеоперационном отделении, поддержка пациентов на дому. Это все пациенты, все протезирование, все переломы и сильные ушибы, травмы. Основное условие, когда я вижу пациента на дому, это он не может выйти из дома, чтобы пойти делать реабилитацию в реабилитационном центре. Да, соответственно, у нас есть такая служба, которая временно в течение 6, максимум 8 недель приходит на дом к пациенту и, соответственно, восстанавливает его. Вот я работаю в такой службе. Далее, также такое замечание, которое я бы хотела также озвучить в начале данного ролика. Дорогие мои, все, что я вопросы просматривала, но я их не читала, да, так, просмотрела вот перед тем, как включить камеру. Я вам хотела бы сказать, да, что все, что я сейчас озвучу в последующие 40-45 минут, это все рекомендации, либо упражнения, советы, которые существуют в Канаде. Это те рекомендации, советы, которые даем мы здесь, в Канаде, на основе наших протоколов, которые созданы в наших больницах. Я не претендую на то, что мои рекомендации являются абсолютной и точной истиной во всем мире. Да, это первый момент. Вам могли быть даны другие рекомендации, другие советы. Я все это прекрасно понимаю. Но, да, то есть я озвучиваю и отвечаю только за то, что существует здесь, в той стране, в которой я живу, в которой я работаю и в которой я вижу своих пациентов. Это такие вот несколько моментов перед роликом. Итак, поехали. Начинаю читать вопросы. Надежда, здравствуйте. 4 месяца назад была пластика ПКС, передняя крестообразная связка. Разгибания не хватает до 180 градусов. Вопрос про ПКС, но раз уж я начала вопрос читать, да, давайте дочитаю. Так как все-таки ролик был посвящен протезированию колена, я уточнила, что задавайте вопросы по протезированию колена. Ну ладно. Упражнения ваши делаю. Сгибание в положении сидя 120 градусов. А вот когда на живот ложусь, могу согнуть до 90 градусов только. Скажите, может нужно еще другие упражнения или уже не исправлю, потому что поздно? Вопрос. Ну, в общем-то, вопрос этот, несмотря на то, что он был задан по ПКС, передняя крестообразная связка, да, он, в общем-то, на 100% может подойти и под протезирование колена. Потому что, я объясню почему, потому что принципы восстановления колена, они одни и те же, в общем-то, независимо от травмы. То есть принципы будут одни и те же, могут различаться, там небольшие советы, может быть корректировка упражнений, но основы, они будут одни и те же. Что я вам хочу здесь сказать по поводу сгибания колена на животе. То есть пишет подписчица, что на животе сгибание только 90 градусов. Я вам хочу сказать, что упражнение сгибания на животе
сгибание колена, да, на животе, это трудное упражнение. И это, я считаю, это одно из самых травматичных упражнений для пациента после операции. Лично я это упражнение практически не даю. То есть это какие-то единичные случаи, там в году может быть 1-2 пациента, которые будут со сложной реабилитацией, которые я могу добавить это упражнение сгибания колена на животе. Это не мой первый выбор и не мой даже второй и третий выбор упражнений. И да, я вам подтверждаю, что на животе сгибание всегда будет сложнее, потому что вы ложитесь на живот, вы зажимаете первую точку крепления квадрицепса. То есть, когда мы делаем сгибание колена, у нас участвует квадрицепс, то есть вы его растягиваете. Первая точка крепления квадрицепса это вот здесь вот на уровне таза. Вот эти две косточки, да, которые вот вы чувствуете, вот это у нас таз. Так вот, первая точка крепления у квадрицепса на уровне таза, вторая точка крепления у квадрицепса под коленом. Квадрицепс, прямая мышца бедра, четырехглавая мышца бедра, это все одна и та же мышца. Так вот, когда мы сгибаем колено, то эта мышца двухсуставная, да, она делает сгибание бедра и разгибание колена. Соответственно, когда вы сгибаете колено, то вы растягиваете прямую мышцу бедра, квадрицепс, да, и соответственно, вот представьте, если вы при этом еще и лежите на животе, то вы просто задавливаете вот эти две свои точки крепления квадрицепса, и мышца у вас начинает рваться, как бы травмироваться, ну, я считаю. Вот поэтому именно это мой последний, наверное, выбор упражнений, это упражнение сгибания колена на животе. Есть много, ну, немного, но достаточное количество упражнений других, в положении сидя, в положении лежа, полулежа. Упражнения на сгибание колена, которые являются более эффективными, я считаю, да, и которые мы можем добавлять после операции. Так вот, возвращаясь к вопросу, то, что вы в положении сидя сгибаете на 120 градусов, это очень хорошо. Да? То, что вы в положении лежа при этом сгибаете на 90 градусов, это нормально. Поэтому, чтобы вам сказать, вы спрашиваете, поздно или не поздно, можно ли что-то еще исправить. Я вам скажу, что нет, не поздно, потому что тот факт, что вы в положении сидя можете согнуть на 120 градусов, это уже очень хорошо. Поэтому я бы на вашем месте прекратила бы делать упражнения лежа на животе, сгибание колена, прекратила бы травмировать свой несчастный квадрицепс и делала бы упражнения в положении лежа, либо в положении сидя на сгибание колена. Но нет, 4 месяца это еще не поздно. Вообще разработка коленного сустава считается, что самое эффективное время это первые 6 недель. Допускается активная разработка вплоть до первых 3 месяцев. И в принципе, также врачи говорят, что в принципе, да, вы можете продолжать разрабатывать колено вплоть до 1 года после операции. Ну, соответственно, как вы понимаете, чем дальше, тем это будет сделать сложнее. Следующий вопрос. Надежда, здравствуйте. После операции прошло 6 месяцев. Все было хорошо. Благодаря вам, спасибо. Но вот сейчас колено начало плохо себя вести. Под коленом и над коленом появилась скованность. Когда лежу на боку, на неоперированной ноге и делаю упражнение велосипед. Что это такое за упражнение? На боку велосипед. Это не мое упражнение, это точно. То чувствую хруст и боль. Что мне делать? Я вам, во-первых, скажу, что вам не нужно делать это упражнение. Вообще, если упражнение доставляет вам дискомфорт и боль, и если оно не относится к реабилитационным упражнениям, в этом случае, да, велосипед, оно никак не относится к реабилитационному упражнению, то не делайте это упражнение. Просто не делайте это упражнение. Второй момент, как бы зачем вам лишний раз травмировать свое колено с упражнениями, которые вам доставляют дискомфорт и боль. Да, тоже вопрос. 6 месяцев после операции. То есть я не вижу, честно говоря, смысла, зачем вы делаете это упражнение, потому что 6 месяцев после протезирования колена у вас упражнения, если вы их делаете, да, уже
через 6 месяцев, но вы продолжаете делать упражнения, ваши упражнения на 90% должны состоять из упражнений на укрепление мышечной массы ног и на упражнение равновесия, стабилизация колена в положении стоя. И все, не побоюсь сказать, 99-100% ваших упражнений должны быть в положении стоя, никак не лежа, да. Поэтому что вам делать, да, вопрос, я всегда люблю отвечать на конкретно заданный вопрос. Вот вы спрашиваете, что мне делать, я вам отвечаю, не делать этого упражнения, которое вызывает боль и дискомфорт. Так, следующий вопрос. Добрый вечер, Надежда. У меня 3 месяца назад была артроскопия колена. Что ж такое, снова артроскопия, а мы же про протез сегодня говорим. Ну ладно. 2 недели лежала в больнице, хирург не велел вставать, заработала тромбоз глубоких вен, колено плохо разгибается, на 90 сгибается, немного опухло. Я стараюсь делать ваши упражнения, кладу ноги на стул, с носка на пятку, стараюсь держать равновесие. Больно вставать на оперированную ногу, отдает в колено. Какие упражнения посоветуете при тромбозе вен? Извиняюсь. Ответьте, пожалуйста, спасибо, я из Казани. Ну, несмотря на то, что вопрос задан после артроскопии, в общем-то, этот вопрос у меня с регулярной периодичностью возникает на канале. Люди спрашивают, в случае, если был тромб, я подчеркиваю, подтвержденный тромб, то есть вам сказал врач, да, вам посмотрели вены и сказали, что у вас тромб, вот подтвержденный тромб. Только в этом случае относится эта рекомендация. Если у вас тромб, то действительно основная рекомендация – это нельзя делать упражнения в повторении. То есть это все те упражнения, это большинство упражнений, из которых, в общем-то, состоят все комплексы. Это когда, допустим, у нас упражнение на сгибание колена, и мы делаем 10 раз повторений в сгибании. Вот это как бы считается упражнение в повторении. При тромбах нельзя делать таких упражнений, потому что, ну, соответственно, да, вы как бы задействуете мышцы, мышцы сокращаются, есть риск того, что тромб отколется и, соответственно, ничего хорошего, да. Это первый момент, никаких упражнений в повторении. И второй момент, это нельзя делать никакие виды массажа. Никакие виды массажа это запрещено, потому что, опять же, да, ну, соответственно, если тромб в ноге, то никакого массажа на ноги. Там, массаж шеи вы можете сделать, но то, что касается вот обычно тромб у нас в ноге, да, соответственно, даже если в голени у вас тромб, никакого массажа вообще на всю ногу. Это второй момент. Что же можно делать в случае возникновения тромба? Можно делать упражнения растяжки. Считается, да, ну, если у вас, я вам так скажу, если у вас хорошая реабилитация, и если у вас вот дело касается колена, да, мы говорим про протез колена, и если у вас все хорошо, у вас сгибание хорошее, у вас разгибание хорошее, у вас нет никаких особых трудностей, и при этом у вас тромб, то я вам скажу, что не делайте пока вообще ничего на время, пока вы лечите свой тромб. Лечится он, как правило, медикаментозно, да, врач должен прописать лекарство кроворазжижающее. Но если у вас, то есть если мы видим пациента, да, с подтвержденным тромбом, у которого не хватает сгибания, либо не хватает разгибания, и вот прям видно, что нужно делать упражнения, в этом случае мы рекомендуем делать упражнения растяжки. В чем отличие упражнения растяжки и обычные упражнения? Упражнение растяжки – это задержка по какому-либо направлению работы мышцы, вернее, не по какому-либо, да, а по противоположному направлению от направления работы мышцы, задержка положения на определенное время при расслабленной мышце. Параметры 3 раза по 30 секунд, 3 раза 1 минута, 3 раза 1,5 минуты, 3 раза 2 минуты. Соответственно, постепенное увеличение нагрузки. Объясняю, что это такое. Давайте возьмем, что тут у подписчика не хватало сгибания, да, 90 градусов сгибания.
как бы, да, это не полное сгибание. Соответственно, мы берем на сгибание колена, берем мы наш квадрицепс, да, который крепится под коленом, как мы помним. То есть это упражнение растяжки, это будет упражнение, когда вы потихоньку начинаете сгибать свое колено при помощи пояса до максимума, задерживаете положение. Как только вы чувствуете боль, там 5 по шкале из 10, мы задерживаем это положение, и вы держите положение сгибания в течение 30 секунд на расслабленную ногу. То есть вы пытаетесь расслабить при этом ногу. Соответственно, начинаем 3 раза по 30 секунд, 3 раза там, по 1 минуте и так далее, увеличиваем каждый раз. То есть мы подбираем упражнения растяжки для пациента. Далее, да, допустим, если это разгибание, если у вас не хватает разгибания, то можно подобрать 2-3 упражнения на разгибание. То есть вы, соответственно, делаете упражнения на разгибание колена, да, растягиваем сгибатели колена, задерживаете положение, расслабляем ногу. И задерживаем положение, соответственно, на какое-то количество времени. Вот это упражнение растяжки. Вот их мы продолжаем делать с пациентом, даже в случае, если у него был подтвержденный тромб. И, соответственно, дополнительное лечение, или даже, не знаю, основное дополнительное, как хотите, это, соответственно, врач прописывает более сильное кроворазжижающее лекарство, для того, чтобы тромб ушел. Так, и я вам скажу, что это занимает достаточно длительное количество времени, прежде чем тромб уходит. То есть речь идет о нескольких месяцах, может быть. Да, поэтому вот как бы считается, что здесь, знаете, как бы уже выбираем. Ну, конечно, есть риск, да, и риск того, что пациент плохо восстановится, и риск того, что тромб может отскочить, как бы такой риск есть. Но вот как-то вот здесь приходится уже как-то находить какой-то баланс. Вот мы, по крайней мере, да, опять же, не говорю, что во всех странах так делают, я не могу этого сказать. Но в Канаде вот реабилитологам разрешается преподавать упражнения растяжки в случае, если у пациента тромб. Следующий вопрос. Здравствуйте, Надежда. Это Татьяна из Москвы. Операция 30 января этого года. Восстанавливаясь по вашим роликам, все было хорошо, но 3 недели назад обнаружили тромб. Опять про тромб, да? Флеболог велел носить компрессионные чулки. Упражнения только в чулке. А видите, даже чулки, даже разрешил вам делать упражнения. Но вот у нас нет, не делают, только растяжки. Но полноценно их делать не получается в чулке. Колено стало сгибаться хуже. Ну да. Можно без чулка делать упражнения, а потом одевать. Как у вас лечат тромбоз? Ну вот вопрос, видите, ПКС и как бы вопрос, он тот же самый по поводу тромба в послеоперационный период. Соответственно, я на него ответила выше, то есть как у нас лечат. Это 2 пункта. Первое, это врач прописывает обязательно более сильные кроворазжижающие таблетки, потому что, в общем, все пациенты, да, пьют кроворазжижающие таблетки после операции. У нас это либо уколы, либо таблетки они пьют. По-моему, большинство это Ксарелта пьет. Это все пьют, да, но в случае, когда подтвержденный тромб, врач прописывает другие, еще более сильные кроворазжижающие таблетки. Это первый момент. И второй момент, это, соответственно, мы делаем реабилитацию более аккуратно. Никаких манипуляций, никакого массажа, да, никаких упражнений в повторении, только упражнения на растяжку. Соответственно, корректируем по мере необходимости. Следующий вопрос. Здравствуйте. После тотального протезирования коленного сустава можно купаться в солевых озерах в Соль-Илецке? Прям такой точечный вопрос, да, вот именно в этих озерах можно купаться? Я вам отвечу просто основную рекомендацию, которая существует у нас по поводу купания. То, что говорят наши врачи, то, что, соответственно, написано у нас на выписном вот этом листке, который получают пациенты в госпитале, ну, с рекомендациями. У нас это 6 месяцев никакого купания в общественных местах. Сюда относятся общественные бассейны, моря, озера, реки и так далее. Это 6 месяцев.
То, что касается домашнего купания, домашние бассейны, ванны, то здесь не так строго. В принципе, после 3 месяцев считается, что вы можете принимать ванну у себя дома. Все, что выходит за эти сроки, как бы вот иногда пациенты спрашивают, а что, если я вот уже шрам хорошо закрылся, уже вот и лето наступает, и только вот уже прошло 3 месяца после операции, можно я пойду купаться в озеро? На что мы отвечаем, вы можете это сделать на свой страх и риск. Конечно же, я не буду за вами там ходить и следить, пошли вы купаться или нет, но, соответственно, да, если вы принимаете это решение, то вы принимаете его на свое усмотрение. То, что касается общей рекомендации, это 6 месяцев, общественные места 3 месяца, домашние места, ванны, домашние бассейны. Это та рекомендация, которая существует у нас. Да? Опять же, не берусь сказать, ответить за все страны. Возможно, там, не знаю, в Италии другая рекомендация, да, или там в Америке тоже может быть. Нет, в Америке, скорее всего, такая же, как у нас. Потому что это все Северная Америка, у нас одинаковые, как правило, рекомендации. Ну, я хочу сказать, да, я не берусь ответить за все страны в мире. Да, то есть вот у нас такая рекомендация. Поэтому, соответственно, смотрите сами. Я вам хочу сказать только однозначно, что послеоперационный шрам должен очень хорошо быть закрыт, прежде чем вы войдете в емкость с водой. Потому что, к сожалению, я вам говорю, к большому сожалению, но у меня в практике был не один случай возникновения инфекции, вот этого замокания, не замыкания, замокания. То есть это когда как бы шов после этого, да, такой, знаете, как начинает плохо заживать. Не обязательно инфекции, но бывает так, что плохо заживает. Это когда пациент принимает душ, да, либо пытается там залезть в свою ванну в первой неделе. Ну, в ванну залезть это реже, но бывают пациенты, которые даже с этими, знаете, как с пластырь, он водонепроницаемый, да. Соответственно, в больнице ему говорят, что вы можете принимать душ там на следующий день после операции. И они начинают принимать душ с герметичным пластырем. Я опять же говорю, не всегда, да, но у меня были несколько случаев, когда даже с герметичным пластырем пациент принимает душ, вода проникает под этот пластырь, и вот это начинается, вот это замокание внутри под пластырем, и возникает вот такой момент, когда пластырь еще нельзя снимать, потому что прошло очень мало времени, но с другой стороны оно вот видно, оно там вот это мокрое и непонятно какое. В общем, ничего хорошего, я считаю. Я считаю, что, в общем, зря, скорее всего, они вот рекомендуют у нас с герметичными пластырями принимать душ в первые дни после операции. Потому что, к сожалению, вот такие неприятные случаи, они возникают. Это я к чему? Да, это по поводу того, когда можно купаться, да. То есть на свой страх и риск, но общая рекомендация это 6,3. Следующий вопрос. Здравствуйте, Надежда. 10 дней после тотальной замены коленного сустава. Совсем свеженький протез. К вечеру отек усиливается, распирание в коленном суставе сильное. Все натянуто внутри, и кожа вокруг колена горячая. Скажите, это бывает? Вопрос. Все ваши рекомендации выполняю. Хотелось бы чуть-чуть улучшения, но пока его нет. А так хотелось попасть в число счастливчиков, которые пишут о быстрой реабилитации. Ну, вот вы пишете, да, все рекомендации мои выполняю. Ну, я же не знаю, да, вот, точно вы все рекомендации мои выполняете? Или, может быть, что-то пропустили? Я вам отвечу в общем, да, получается, что 10 дней после тотальной замены колена. К вечеру отек усиливается, распирание в коленном суставе сильное, все тянет внутри, и кожа вокруг колена горячая. Вы спрашиваете, может ли такое быть? Я вам подтверждаю, что может быть. Потому что вообще, вы знаете, считается, что все, что в первые недели после операции, оно может быть.
Потому что, вот как я часто говорю, да, вот пациентам, которые вот удивляются, почему так сильно больно, или почему вот так там отекает, почему вот так вот так вот. Потому что представьте, что сотворили с вашим коленом. Замена коленного сустава – это большая операция. Я считаю, это одна из самых сложных операций, то, что касается операций на скелетно-мышечную систему. Но еще следующая по сложности, это вот на позвоночнике. Я, конечно, тоже вот пациенты, которые после операции на позвоночнике, я, конечно, считаю, что это врачи, это просто волшебники, что они делают. Но колено, я хочу сказать, да, вот позвоночник и колено, давайте так скажу, это, на мой взгляд, самые сложные и самые большие операции. Потому что у вас, вам травмируют сустав, вам меняют сустав, там вам пилят, да, кость, раздвигают мышцы. Возможно, что-то травмируют, но представьте, жил себе сустав спокойно, размеренной жизнью, там 50-60 лет, и вдруг извне вот это произошло, вот это вот что-то, что его полностью нарушило, что его полностью перевернуло. Это мясобойня, то, что вам делают с вашим коленом. Поэтому все, что возникает, вот эти все ощущения боли, отека, скованности, это может быть, и это, как правило, имеет место после операции. Да, я согласна, что я вам иногда говорю, да, на канале, что у меня бывают такие пациенты, которые как бы зависят от врача. Бывает, врач так сделает операцию, настолько ювелирная работа, что ты вот приходишь к пациенту и спрашиваешь у него, у вас точно была операция? Потом, ну, соответственно, разрезы есть на коленах, да, на коленях, понимаешь, что да, была операция, но это настолько хорошо сделана была операция, что вот это все минимально, то есть минимально синяков, потеков, отеков, почти нет скованности, почти нет боли. Но это скорее, это не закономерность, это скорее исключение, вот как я вам скажу. Поэтому все, что возникает после операции, вот эти все вот это вот, да, это может быть, и это нормально. Другой вопрос, что мы не ждем, пока это все само пройдет, да, то есть есть основные рекомендации, советы, как бороться с болью, да, как контролировать боль, там, какая боль должна быть в период реабилитации, да, вот там, при какой боли делать упражнения, вот это все то, что касается боли, да. Есть основные рекомендации, то, что касается отека, скованности, это тоже как бы корректируется на уровне упражнений, да, то есть там, скорректировать правильно нужно упражнение, если у пациента долго сохраняющийся отек, там, дать рекомендации, как с ним бороться. То есть вот это все, оно существует параллельно с вот этими осложнениями, которые возникают после операции. Поэтому я вам скажу, что, отвечая на вопрос, скажите, это бывает при реабилитации? Да, это бывает. Все, что вы написали, да, вот распирание, отек, что там еще, стянутость, горячая кожа. Это все есть. Но есть основные рекомендации, советы, которые направлены на то, чтобы с этим бороться в период реабилитации. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Так, добрый день, уважаемый доктор. Я не доктор. Все, кто меня называют на канале доктором, я далеко не доктор. У нас есть две разные специальности. Доктор и реабилитолог. Это две совершенно разные специальности. Возможно, кто-то из блогеров путает, как бы совмещает у себя на канале эти два понятия. Но я вам скажу, что это две совершенно разные специальности. Доктор и реабилитолог. Да, то есть кто-то учится на врача, кто-то учится на реабилитолога. Вот. Возможно, человек получил два образования, и он и доктор, и реабилитолог. Но я не встречала таких в моей жизни. Поэтому нет, я не доктор, я реабилитолог все-таки. Скажите, пожалуйста, через какое время после эндопротезирования коленного сустава можно ездить на велосипеде на улице?
на велосипеде на улице. Ну, никаких ограничений, знаете, таких нет, прям, чтобы вот написано, столько-то времени вы не можете ездить на велосипеде. Все по самочувствию. Но в реальности я вам скажу, что не раньше 3 месяцев после операции. 3-4. У меня был пациент один, но он, правда, велосипедист. Такой заядлый велосипедист был. Но вот у него это где-то было, даже с учетом того, что он всю жизнь катается и, можно сказать, вырос на велосипеде, это, по-моему, у него раньше 3 месяцев, примерно в 3 месяца он сел на велосипед. То есть я продолжала с ним, даже, может быть, раньше 3 месяцев. Я помню точно, что я продолжала с ним еще реабилитацию, соответственно, я продолжаю реабилитацию до 8 недель в среднем. 8, ну максимум 10 недель, но это, соответственно, было, то есть я с ним заканчивала, и он сел на велосипед. Это было где-то 2-2,5 месяца после операции. Ну, это, опять же, да, человек, который, можно сказать, вырос на велосипеде, у которого велосипед, это вот, у него было на первом месте в его жизни. Произошла неприятность, у меня, к сожалению, разрядился мой микрофон, поэтому я буду записывать дальше без микрофона, потому что я очень все-таки хочу закончить этот ролик. Попытаюсь скорректировать звук потом, да, при редактировании видео, но не судите строго, если будет слышно немножко по-другому вторую часть данного ролика. По поводу велосипеда, да, по поводу велосипеда в среднем я вам скажу, что это примерно будет 3 месяца и плюс, и выше, да, то есть вы должны быть в состоянии, во-первых, прокрутить круг на велосипеде, соответственно, легко, у вас должно быть хорошее сгибание в колене, и плюс у вас должно быть хорошее равновесие, когда вы будете сидеть. Поэтому, если я вам даже, наверное, вот так правильно сказать, если велосипед это то, что вы делаете давно, то есть это не новая активность для вас, то есть вы знакомы с велосипедом, вы катаетесь давно, то там 3,5 месяца после операции ПКС, 4, может быть, да. Но если это новая активность, если вы никогда раньше ее не делали, тогда это, ну, это месяцев 4-5, наверное, может быть, даже, ну, полгода, может быть, после операции. Вот так. Но никаких точных дат, опять же, да, по поводу того, когда можно начинать велосипед, у нас не существует. Все по самочувствию, да, врач вам, скорее всего, ответит по самочувствию. Когда вы сможете сесть на велосипед, тогда и начинайте кататься. И второй вопрос, здесь же, когда можно опереться на коленный сустав, например, при посадке рассады, встать с пола. Спасибо. Ну, я бы сказала, что, опять же, по самочувствию, да, нет никаких дат. Но на практике я бы, например, не стала делать этого до 2 месяцев после операции. Вот так вот. И потом, соответственно, можно, опять же, да, по самочувствию, ну, мы рекомендуем подкладывать что-то при этом под колено. Там небольшую подушечку или небольшой какой-нибудь, знаете, есть такие как мусс такой квадратный специальный, но он как используется как блок для равновесия, он такой как сказать, такой мягкий, да, но он также может использоваться, там некоторые пациенты подкладывают под колено, вот. Опять же, я знаю, что в некоторых странах как бы говорят, что можно становиться и ничего не подкладывать. Я не спорю, да, вот. Но в Канаде как бы это не является запретом, то есть, но в то же время рекомендуется, если у вас протез, что-то подложить под колено, если вы становитесь на колени. Следующий вопрос. Спасибо вам, Надежда. Ваши советы очень помогают, но узнала я о них поздно. Ну, к сожалению, да. Прошел год после энда правого колена, сгибание 95-100, но проблема в том, что коленная чашечка при упражнениях сдвигается в сторону, к внешнему краю. Рукой ставлю на место. Из-за этой проблемы реабилитация идет медленно и с трудом. Что делать, Марина? К сожалению, я вам скажу, что это нужно консультироваться у врача. То, что касается, скорее всего, у вас нарушена механика колена. И в этих случаях здесь
Здесь, к сожалению, ничего не сделаешь, потому что нужно, чтобы видел врач, чтобы увидел это врач. Скорее всего, ну, не хочется так говорить, но, скорее всего, протез по какой-то причине был неправильно либо подобран, либо измерен, да, поставлен. То есть по какой-то причине как бы механика колена у вас нарушена. И здесь это не скорректировать с простыми какими-то упражнениями. То есть это нужно советоваться с врачом, что он скажет. Ну, да, что он может сказать? Скорее всего, может предложить другую операцию. Ну, как бы, с другой стороны, да, если вас это не беспокоит, но при этом сгибание 95 градусов, там 100, ну, вы функциональны, живете, и боли нет, тогда смысл, да, тогда менять полностью протез. Но нет, к сожалению, не могу вам подсказать, что делать в данном случае. Это прямой вопрос к врачу, который делал операцию. Добрый день, Надя. Расскажите, прошу вас, о трудностях восстановления и специфике упражнений после 2 операций в течение года. У меня ЭКС. Через 10 месяцев с этой же стороны остеосинтез бедра. Работала с бедром по фазе 1. В колене синовит, отек, боль. Была в травмопункте. Ну, какие у нас трудностях восстановления после 2 операций в течение года? ЭКС и остеосинтез бедра. Сломали, что ли, да? Специфика такая, что мы восстанавливаем один сустав. Потом, если была травма на другом суставе, мы восстанавливаем другой сустав. Далее мы комбинируем упражнения, то есть это будут упражнения, подборка упражнений на двухсуставные, то есть на, как сказать, на восстановление двухсуставных. Допустим, это если травма, операция колена и там травма, операция бедро, соответственно, да, то нужно подбирать упражнения, которые будут одновременно работать и бедро, и колено, то есть задействовать двухсуставные мышцы. Такие упражнения обязательно должны быть. И восстановление основных мышечных групп колена, бедра и работа над равновесием обязательно, если было тем более 2 травмы с одной стороны в течение года. Также здесь такой вопрос у меня часто задают, если протез бедра либо одновременный, либо там с разницей в несколько месяцев, какие особенности? Ну, особенности такие, что мы восстанавливаем сначала один сустав, допустим, ПКС одного колена, и затем мы восстанавливаем также, да, протез второго колена. И где-то примерно, ну, там, 6 недель мы делаем упражнения, составляем, ну, последняя программа, которую я составляю в данном случае, если ПКС 2 колен с небольшим промежутком времени, то это будет программа, составленная на оба сустава, то есть на 2 ноги. Вот. Если операция была одновременно, то есть 2 колена, такое тоже делают. Ну, не часто, но делают, не знаю, раз, может быть, в 3 недели мне попадаются такие пациенты, то в этом случае, соответственно, мы делаем упражнения на 2 сустава. И упражнения, в общем-то, план реабилитации он такой же. Всегда выбирается нога более сильная и более слабая. Допустим, при спускании по лестнице, да, там нужна более сильная, более слабая. И когда мы переходим на трость, соответственно, тоже учитывается более сильная, более слабая сторона, трость с более сильной стороны у нас, да, при 2, допустим, операция на 2 колена. Всегда есть более сильная сторона и более слабая сторона. И как бы реабилитация строится, опять же, на вот этом принципе. Более сильная сторона, она берется за здоровую, хотя она тоже оперирована, да, и более слабая сторона, она берется за оперированную. Ну, она тоже оперирована, естественно. Комплекс упражнений финальный, опять же, составляется для обоих ног. Вот. Но я вам скажу, что даже в случае вот по поводу финального комплекса упражнений, который я составляю примерно там в 6 недель, 6-8 недель максимум, да, финальный комплекс, с которым остается мой пациент, уже там самостоятельно делает упражнения, это всегда вот примерно в 6 недель я составляю комплекс уже на 2 ноги.
То есть я редко когда дам упражнения только на одну ногу. То есть финальные, ну, по крайней мере, я лично, да, вот мои упражнения, с которыми остается мой пациент, это будут упражнения всегда на обе ноги на последних неделях, потому что я считаю, что это более функционально, что мозг должен воспринимать укрепление, стабилизацию обоих ног одновременно и в равной степени. Ну вот я делаю вот так, да. Так, о чем это мы? Да, о восстановлении операция на одну сторону в течение года. Ну вот, в принципе, я, наверное, ответила. Как бы в соответствии с тем, что видим, составляем комплекс упражнений, но обязательно должны быть двухсуставные мышцы, то есть укрепление двухсуставных мышц одновременно, колено и бедро. Такие упражнения есть. Следующий вопрос. Здравствуйте, Надежда. Делаю ваши упражнения, но с проблемой моей я, наверное, сама не справлюсь. Я вам уже задавала вопрос по поводу того, что не могу совершенно поднять ногу в горизонтальном положении. Как можно организовать личную консультацию у вас? Сколько времени прошло после операции у вас? Не знаю. По поводу вы не можете поднять ногу в горизонтальном положении. Соответственно, вы представляете, да, эту ситуацию, человек сидит на диване, ну, это я тогда представляю этот вопрос. Вы сидите, у вас нога прямая, и вы не можете поднять вот так вот ногу. Соответственно, здесь есть два варианта. Либо, потому что вот это поднятие ноги в прямом положении у нас совершают две основные мышечные группы. Это сгибатель бедра, вот, да, который находится вот здесь вот. Ну, примерно показываю, точка крепления здесь на уровне таза и на уровне бедра. Вот он делает подъем ноги. Это первая мышечная группа. И вторая мышечная группа – это наш квадрицепс. Дорогой квадрицепс, прямая мышца бедра. Она у нас двухсуставная мышца. Она делает подъем прямой ноги вверх, либо согнутой ноги вверх и разгибание колена. Соответственно, какие варианты? То, что вы не можете поднять ногу в горизонтальном положении, говорит о том, что какая-то из этих двух мышечных групп у вас не работает. Соответственно, нужно понять методом исключения, какая это мышечная группа. Я вам скажу так, да, что если вы вот сидя можете поднять ногу вверх, вот так вот, да, как я сижу, вот я поднимаю ногу вверх. Вот если вы это можете сделать, соответственно, ваша сгибательная мышца бедра, она у вас работает. И если вы при этом не можете поднять прямую ногу, соответственно, проблема в квадрицепсе, в прямой мышце бедра. И есть метод восстановления квадрицепса, да, прямой мышцы бедра, он есть, но как бы это нужно, это уже личная консультация. У меня нет на канале точного ответа, да, как вам восстановить вашу прямую мышцу бедра. Я это делаю только при личной консультации. Могу вам это объяснить. Да. По поводу личной консультации у меня есть в описании канала e-mail, куда можно написать и записаться на личную консультацию. Но как бы, ну да, что тут посоветовать, как бы если вы не знаете, как это делать, то вы не знаете. Можете посмотреть, может быть, на других каналах где-то рассказывают о том, как восстановить прямую мышцу бедра. Не знаю. Но она восстанавливается, да, есть метод восстановления прямой мышцы бедра, и как бы это работает, да. И это частая проблема при операциях на колено. На бедро никогда не встречала. На колено, да, встречаются случаи, когда не работает квадрицепс. Он либо не работает, либо он неправильно восстановился после операции. К сожалению, да, такое бывает. Так, дальше. 8 недель после ЭКС. Сейчас будем заканчивать уже. 8 недель после ЭКС сгибание колена только 90 градусов. Так, увеличить градус боюсь.
так как уже однажды пыталась и была сильная боль, потом увеличение отека, перерыв в упражнениях. Надо идти дальше, но как не повторить ту же ошибку и опять не откатиться назад по результатам? Как преодолеть страх? Какой объемный вопрос. 8 недель 90 градусов. Это неплохо. Это неплохо, но это не идеально. Вот так я вам скажу. Как бы 8 недель желательно иметь уже 110 градусов сгибания колена. По поводу того, что вы боитесь увеличивать градус сгибания, как бы здесь, понимаете, вам никто не поможет в этом, потому что вам придется самой бороться и справляться со своими страхами. Как бы страхи у нас, они в голове. Поэтому как-то нужно вам будет с этим бороться, иначе если вы не восстановите свое колено сейчас, то боюсь, что вы его потом уже не восстановите. То, что вы пишете, что вы уже однажды пытались, и была сильная боль, увеличение отека и так далее, да, откат назад, то это однозначно вы неправильно это сделали. То есть те упражнения, которые вы себе подобрали на увеличение, они вам не подошли. Да, либо вы сделали при очень сильной боли. Соответственно, вы травмировали свое колено. В данном случае мы делаем перерыв, в несколько дней прикладываем лед, отдыхаем. И потом снова добавляем упражнения, но уже более с умом. Да. Поэтому как не повторить ту же ошибку, это постепенно добавлять упражнения, постепенно не травмируя свою ногу. То есть это упражнение при боли 5 по шкале из 10. Да, это 2 раза в день упражнения, не больше. Это прикладывание льда обязательно после упражнений. Ну, вот эти вот 3 основные рекомендации. Как преодолеть страх? Это, наверное, к психотерапевту больше, не ко мне. Ну, хотя, вы знаете, когда есть поддержка со стороны, то это очень много значит. Да? То есть, когда пациент не уверен, что он делает, но ему при этом скажет кто-то, что да, ты это делаешь правильно, это тоже много значит. Когда вы восстанавливаете самостоятельно, 1 на 1 дома, соответственно, вы берете на себя всю ответственность своего восстановления. И поэтому, соответственно, ответственность за свое психологическое состояние лежит тоже на вас. Ну, да, это мое мнение. Поэтому как-то вам придется самой справляться со страхами и восстанавливаться, потому что первые месяцы, они самые важные в восстановлении колена, да и вообще любого сустава, не только колена. И так, следующий вопрос, сейчас уже будем потихоньку заканчивать. Здравствуйте, Надежда. 2 месяца назад делали тотальное эндо. После операции появился тромб. Снова тромб. Видите, уже 3-й вопрос про тромб. Он пройдет или останется? И сколько мне ходить в компрессионных чулках? При выписке написано 6 месяцев ходить. Я не знаю, пройдет он или останется. Я не могу вам. Это, знаете, вопрос из разряда пальцем в небо, пройдет или останется. Не знаю, я не знаю. Я вам скажу точно, что у нас тромбы лечатся медикаментозно, под наблюдением врача. Врач прописывает лекарства, да, и пациент видит врача примерно 1 раз в 3 недели потом. То есть он ведет пациента. Это не просто так, что ему прописали лекарства и там пей, непонятно, что с тобой будет. То есть это постоянное ведение пациента у нас. Да, ему делают УЗИ, ему просматривают вены, какой тромб уменьшился, не уменьшился. Это первый момент, да, это вот ведение врача в данном случае. Сколько носить в компрессионные чулки в данном случае? Я вам скажу, что в данном случае наши пациенты не носят компрессионные чулки. Они их не носят вообще ни в каком случае. Наши пациенты не носят компрессионные чулки ни в каких случаях, ни после операции, ни до операции, ни в случае возникновения тромбов, никогда нет тромбов. Они их вообще не носят. У нас не прописывают как компрессионные чулки. Поэтому сколько вам их носить, я не могу сказать. Да? Как бы у нас считается, что чулки, вот это все компрессионное белье, оно не является эффективным методом для снижения возникновения риска тромба. Вот, поэтому наши пациенты их не носят. Вот так вот. Поэтому не могу вам сказать, сколько.
сколько их носить. Я вам скажу, что если они вам мешают в реабилитации, их нужно снять. Допустим, если вы делаете упражнения и вам неудобно делать упражнения, то их нужно снять, да. Поэтому вот так вот. К сожалению, к счастью, я буду заканчивать, потому что я ответила примерно, наверное, на половину вопросов, которые были под роликом. Но боюсь, что тяжело будет для тех, кто будет слушать, да, тяжело будет слушать ролик, который будет длиннее, чем 40-45 минут, поэтому мы здесь остановимся. Если у вас будут вопросы, да, комментарии, вы можете их написать под данным роликом. Все озвученное в данном ролике основывалось на рекомендациях, опять же, да, которые существуют у нас в Канаде, и на моем личном опыте. Вот, все, да. До следующих роликов. Прощаюсь с вами. Я желаю вам от всего сердца. От всего сердца я вам желаю хорошего восстановления. Если у вас есть вопросы, сомнения, да, старайтесь никогда не оставаться один на один. Старайтесь отыскать ответ на свой вопрос. Да, если вы находитесь в период после операции, тем более после ПКС. Все, всем хорошего настроения, всем пока-пока, до следующих роликов.